Это было так эпично. Это было так эпично, чувак. Как дела, ребята? Это прямой эфир Джона Ривза, и сегодня мы собираемся устроить сюрприз в виде реакции Димаша. Потому что, честно говоря, у нас уже была запланирована реакция Димаша на сегодняшнюю дату, но музыкальное видео было заблокировано на YouTube. Так что в то же самое время, к тому времени, когда это видео появится на нашем канале YouTube, фактическая реакция, которую мы должны были показать сегодня, начиная с мая, на самом деле появится на нашем канале Patreon. Так что идите и проверьте это, а затем, надеюсь, мы сможем разместить его и на нашем канале YouTube где-нибудь на этой неделе. Я хочу сказать, что так много людей предлагали мне послушать эту песню, и я очень-очень рад, что наконец-то смог это сделать. Это дуэт The Pearl Fisher, и мне так много рассказывали об этом, так что я очень рад проверить это на себе. 3, 2, 1. 3, 2, 1, boom! I'm a sucker for strings, people. Я просто обожаю людей, играющих на струнах. Oh, wow. Вау, ничего себе. То, как он двигал челюстью прямо здесь и как бы открывал рот вот этим нижним способом, было очень уникально, и было действительно интересно наблюдать, как он это делает. Я действительно не очень разбираюсь в стилях оперного вокала, но что касается того, как это повлияло бы лично на мой голос, то это почти похоже на зевоту. Особенно то, как его язык был у него во рту, без становится как-то странно технично относиться к тому, что, похоже, он делает. Это просто звучит так, как будто это определенно своего рода поза, напоминающая зевоту в нижней части рта, с которой он берет эти ноты. Это звучало очень чисто, но в то же время выглядело совсем по-другому. Неужели мне только кажется, что это выглядело по-другому? Но это было очень интересно. Love his vibratos. Любовь — это вибрато. That was so soft. Ты такой нежный. Woo! Mm. Whew. Мне нравится слышать, как они словно танцуют вокруг вокала друг друга, особенно в конце, когда Димаш берет более высокие и мощные ноты, а нижняя часть вокала просто танцует вокруг них. Было очень-очень здорово услышать, как они вот так поют вместе. That's beautiful. Это прекрасно.
The machine is high. Боже, машина на пределе. Yes. Это было прекрасно. Оглянись назад и посмотри, какой Димаш на самом деле. О, какой удивительный момент для него, чувак. Это так круто, что я должен показать вам это тоже очень быстро. Например, посмотрите, как много он на самом деле вкладывает в эту роль. Кульминация прямо здесь. Посмотри, как много он на самом деле вкладывает в это дело. Ты можешь видеть, как он сжимает руки в кулаки, вот так. Он действительно выступает вот здесь. Это было так эпично. Это было так эпично, чувак. Мне нравится смотреть на подобные вещи, потому что я чувствую, что для меня, я знаю, у Димаша есть много песен, которые будут просто больше, чем жизнь, просто грандиозные песни. Но для меня это очень техничная песня, и ее очень здорово слушать его в этой позиции и увидеть его материал, например, что он на самом деле делает со своим голосом. Как он берет эти ноты, откуда он берется, когда он это делает. Потому что, как я уже много раз говорил, большая часть его таланта и его техники проявляются в тех очень мягких моментах или в тех очень контролируемых тонких моментах, которые не обязательно похожи на те свистящие ноты, которые вы слышите, и другие подобные вещи. Он действительно способен создавать потрясающие спектакли из чего-то подобного, и было просто прекрасно видеть, как он это делает. Здесь присутствуют оба вокалиста, и мне нравится, как хорошо они сочетают свою гармонию. Это просто очень-очень красиво сочеталось, и это был действительно потрясающий человек. Просто потрясающий. И я знаю, что многие люди присылали мне сообщения и говорили, что Димаш давно хотел это сделать, или что многие люди ждали чего-то подобного. Это сотрудничество должно состояться, и это прекрасно для фэндома, который на самом деле существует сейчас. Я думаю, это просто потрясающе, что Димаш появился на сцене и устроил мастер-класс по этому поводу. Какое прекрасное выступление. Еще раз повторю, ребята, я просто хочу, чтобы вы все знали, что в это же время мы собираемся выпустить еще один альбом на нашем Patreon. Потому что в данный момент он недоступен для показа на нашем YouTube, но как только он появится, я выложу его и здесь. Если мы сможем разблокировать его с помощью YouTube, но если нет, то он появится на нашем Patreon. Я надеюсь, что у вас, ребята, сегодня удачный день или ночь, независимо от того, в какое время вы это смотрите, распространяйте немного позитива, будьте добры друг к другу. И если кому-то что-то понадобится, все мои социальные сети — это Джон Ривесливс. Freaking Toodles!